тыкаете на кнопку, а... Не, я вспомнил, была, короче, если кто-то мне смогет найти, я с кайфом бы поиграл. Была игра еще на кнопочных телефонах. Как это называется, когда ты должен за животным ухаживать в игре, типа, понял? Как Тамагочи. Тамагочи. Но был Тамагочи с волком из «Ну, погоди», которого посадили на зону, короче, из-за того, что он все-таки догнал зайца. И в чем был прикол? Если за неплохо ухаживал, его там надо было отправлять на галеры, зарабатывать деньги, за эти деньги покупать ему какие-то приколы. Да, и вот, и если ты за неплохо ухаживал, в конце мог, короче, выпилиться разными способами. Типа из-за слишком жестких условий он где-то нашел бритву и проглотил, типа вы проиграли. Я ее пытался найти, я ее не смог найти, но так хочу в нее поиграть опять. Ну погоди, на Java — это тамагочи времен кнопочных телефонов, где мы следим за волком в тюрьме. Игру сделала некая Nostromo. В прошлом игровая студия-разработчик и издатель, которая переименована сейчас в FOMobile SRO. И сейчас занимается программным обеспечением в Праге, в Чехии. В английской версии игра называется Just You Wait. Непонятно, сделано ли по лицензии, на сайте было написано «создано по мотивам». Как я уже сказала, ну погоди, это тамагочи про волка на зоне. Мы — надзиратель. От нас требуется следить за показателями здоровья, настроения, сытости, никотина, уважения, усталости, скуки и чистоты. Здоровье показывает, не угадаете, здоровье волка. При низком показателе волк отправится в больницу, и если он пробудет там достаточно долго, сбежит на волю. Настроение — это то, как волк себя чувствует. Будет ли он придерживаться ваших распоряжений, захочет ли он смотреть телевизор или есть еду. При низком показателе волк может Роскомнадзорнуться. Сытость показывает, голоден ли волк. Кормить можно баландой, борщом или пельменями. Конечно, пойло волк есть захочет только в крайнем случае, но оно самое дешевое, что у нас есть. Никотиновый показатель разделен на две полосы. Зеленый — это потребность в никотине, красный — в зависимости от этой привычки. Можно дать волку сигареты. Это улучшит настроение и увеличит потребность. Можно дать никотиновый пластырь, который тоже влияет на показатели, снижает зависимость, но не сильно. Уважение. Уважение показывает, насколько волк готов выполнять то, что от него требуется. Можно бить волка, можно погладить. Если гладить, то уважение почти не растет, зато настроение повысится. Однако, чтобы заставить волка работать, придется побить кнут и пряник. Усталость. Индикатор усталости показывает потребность во сне и отдыхе. Скука показывает потребность в развлечении. Даже в тюрьме волка нужно развлекать. Можно купить ему кролика, с которым он будет играть. Есть еще телевизор. Гигиена. Волк не любит мыться, его нужно принуждать мытье. Причем мытье стоит денег. Кстати, еще один важный показатель – это бабло. За деньги покупаются всякие плюшки. И несмотря на то, что я хотела бы кормить волка одними пельменями, деньги кончатся, если волк не пойдет на работу. Волк будет голодать и отправится в больницу, откуда удачно сбежит. И та самая фича всех тамагочи. Игра ориентируется на время, а значит, это не на один вечер. Подсчет ведется в днях, и сама игра советует проверять волка хотя бы раз в день, чтобы тот не сбежал. Также тут есть задачи, то бишь достижения. Здоровое питание. Кормить волка только пойлом и давать только никотиновые пластыри. Поменяйте пойло на творог, а пластыри на гантели, и вот симулятор диет. Небезопасное курение. Отучить волка от курения, сохранив его настроение. Жесткое воспитание. Регулярно бить волка 2 раза в день. Настроение не должно опуститься ниже 40%. А вы слышали что-нибудь про БДСМ? Каникулы. Устроить волку безработные недельки, при этом держать баланс между скукой, усталостью и чистотой. Тяжелый режим. Отправить волка на каменоломню, трудиться без отдыха. Трудяга. Работать больше 100 дней. Кто не работает, тот не ест. Пока волк не заработает 360 монет, его нельзя кормить. Экономный режим. Потратить менее 100 денег в течение недели. Позитивное отношение. Гладить волка 3 раза в день. И в общем все. Кормим, гладим, работаем, моем. Отдельно отмечу взлом через Cheat Engine. Если будете взламывать игру через Cheat Engine, имейте в виду, что деньги хранятся в формате сумма плюс 3 нуля в конце. Рисуем нужную сумму и покупаем все, что можно, и проходим за один вечер. Тамагочи на Java — это еще и Мяуси, Докс. Тамагочить можно было и куклу, ковяжку, монстра, курицу, панду, рыбку, любовницу и много кого еще. Пишите, какую игру рассмотреть следующей, а саму игру вы можете отыскать в моем Telegram. Больше, чем 17 FPS вам в играх, и пока.